Представители знака зодиака Водолей, приветствую вас на канале Таро Инспирационе. Ноябрь, первая половина месяца 2023 года. Любовь и деньги. Вот такое заявленное видео. Почему? Про любовь и про деньги. Потому что 9 ноября Венера переходит в знак зодиака Весы. Должна сказать, что и 4 ноября Сатурн уже перешел, может быть, из ретро-движения в прямое движение. И в целом месяц, который нам сулит больше понимания, больше ясности. Вот эти энергии Сатурна, они продлятся до конца года. То, что было в какой-то турбулентности или в каком-то непонимании, недосказанности, в целом вот мы можем как и проговорить, выяснить, что-то отстраивается как структура, может быть, заново, и так вполне вероятно. Если мы перейдем к Венере и в плане любви, в весах Венера чувствует себя наиболее комфортно. Это не тельцовская Венера, когда больше прагматизма, а здесь именно больше чувств, мои дорогие, новые грани чувственности. Или, как я говорю, Венера это новая алхимия близости. Есть вероятность и возможность совершить словно глубокие сложные разговоры. Вот знаете, бывают в нашей жизни темы, когда у нас либо решимости не хватило, либо как-то ситуация все не складывалась, чтобы сесть спокойно поговорить на какую-то тему. Вот здесь мы это можем осуществить. Когда завершаются какие-то бесконечные ожидания. Опять же, мы можем прояснить какой-то вопрос, прояснить какие-то недоразумения в целом. Мы тоже в этот период в спокойной какой-то манере, в каком-то режиме тоже можем. Почему? Помимо еще и вот этих планетарных событий, мы, наверное, сами, на нас так будут, может быть, и планеты влиять отчасти, время такое, когда нам надоедает сомневаться. Мы понимаем, что лучше что-то озвучить и проговорить, чем сидеть и жить в каких-то догадках. Поэтому постепенно все встает на свои места, мои дорогие. Ну и деньги. По поводу денег, понятно, Венера, она за деньги тоже отвечает, но есть такой момент. Если в целом, опять же, планетарно, деньги, первая половина как будто будут, нет проблем. Но вот самый конец ноября, немножко забегая вперед, и с заходом на декабрь, если как будто мы должны просчитать финансовую составляющую уже на первую половину месяца с расчетом на последующий период, на случай возможных задержек. Поэтому по Венере-то как раз в весах захочется купить что-нибудь эдакое, а потом мы подумаем, ой, зачем я это сделал или сделала, это было совершенно не нужно. Итак, давайте мы достанем 3 карты события ближайшего будущего. Может быть, события ближайшего времени или все события уместятся в один день, так тоже бывает, события ближайшего дня. Иногда бывает, мы за один день успеваем больше совершить, чем за месяц. Но давайте будем смотреть события ближайшего будущего. Колесо фортуны. И в этой колоде карт Золотого Таро мы как будто должны поддерживать огонь в очаге в первую очередь, как вот этот отец семейства, у нас как раз семья, очень в тему про любовь. И для тех, кто в паре, мы правда можем проговорить очень сложные вопросы, разобраться. Даже для тех пар, может быть, которые много лет живут и вроде бы все друг о друге знают, вот здесь могут быть какие-то, ну, знаете, как и чувственность, нежность, проявление друг к другу, так и больше взаимопонимания. Конечно, это для всех будет означать, как на нас влияют еще какие-то события. Но события какие-то добрые именно к нам приходят, как возможности больше с этой позиции. И все равно наша задача, как у этого изображенного на карте отца семейства, поддерживать огонь в очаге, чтобы он нас не обжигал, а тепло согревал. Поэтому какие-то будут вам даны, или, может быть, это как новости к нам приходят, или какие-то возможности. Старший аркан может говорить о любой сфере нашей жизни. И вот такое мудро-грамотное взаимодействие с тем, что приходит на наш порог, для нас будет означать какой-то прогресс. Какие-то есть, видимо, может быть, как ситуация сложится, когда вы можете решить сложный вопрос. На самом деле, с кем-то проговорить больную тему. И если была эта самая болевая точка, то тоже с этим мы можем разобраться по колесу фортуны. Это ведь еще и есть такие неслучайные случайности. И это тоже может быть. Давайте мы откроем вторую карту ближайшего времени. События.
20-й старший аркан, аркан возрождения, вообще карта радости, карта новых возможностей, пороговая где-то карта между прошлым и будущим. И сама судьба для вас словно готовит какой-то новый, более качественный уровень вашей жизни. И будет, как важно, может быть, не разрушить, мои дорогие водолеи, то, что действительно ценно, опять же, вот в этой именно колоде. Нам говорят о том, что больше, как я сказала, прогресса, больше какого-то позитива. И нам надо настраиваться на то, что, ну, не резкие какие-то там движения или заявления, или когда мы, ну, где-то на импульсе без разбора действуем. Нет, здесь больше о том, что наше, все то, что касается нашего благополучия, в первую очередь, оно должно быть сохранено. А то, что по теме благополучия, ну так спорно, мы как раз должны решить по 20-му старшему аркану. Мы оставляем то, что не нужно, не актуально, как будто позади. И что это может быть? Это разочарование, боль, недоразумение, какие-то сложные ситуации эмоционально. А вот как раз наверное, сама судьба или пространство, высшие силы помогают нам окончательно от этого уйти, словно избавиться. Просто поверить, что наше качество жизни может быть совершенно другим. И где-то наши мысли формируют наш завтрашний день. Опять же, 2 старших аркана у вас, мои дорогие водолеи. Что-то с учетом колеса фортуны, да еще и страшного суда, что-то доброе, хорошее стремится на ваш порог. И в этот период, благодаря, может быть, Венере, ну, знаете, прочувствовать новое вдохновение. Вот точно вы сможете. Не могу сказать, в какой сфере. Давайте мы посмотрим события одного дня по пажу жезлов. Это сам по себе как план какой-то, или инсайт, или желание что-то осуществить. Может быть и много планов, кстати. У кого-то могут проиграться вопросы, связанные с детьми. Но чаще всего все-таки нам говорят о том, что это мы строим планы на будущее. И больше, безусловно, эта карта дела, работы, бизнес, деньги, может быть какой-то новый проект. Или, знаете, когда захватит где-то вдохновение, и вам захочется куда-то отправиться. Или попробовать себя в новом деле. Или на что-то такое согласиться, когда вы интуитивно чувствуете, вот мне как-то будет хорошо, если я буду заниматься этим. Вот такое тоже может быть. У вас 2 старших аркана, повторяюсь. Не гоните от себя какую-то иррациональную мысль, мои дорогие водолеи. У нас тут стопка карт перевернулась. И вот что-то завершается, это точно. Посмотрите, спокойствие, где-то уравновешенность эмоций нам будет помогать. Когда мы сами не ускоряем какую-то ситуацию, она и без нас ускорится по колесу фортуны. Более того, действительно, какие-то вас ожидают, ну, может быть, события через новости, информация, на которую придется быстро откликнуться. То есть мы не можем чего-то отложить на потом. Это будет тоже важно. Для многих из вас, посмотрите, 10 пентаклей или 10 монет, когда это вопросы сами по себе, благополучие, какой-то итог вы уже получаете. Получаете, может быть, деньги, уже нам сразу карта об этом говорит. Но и вообще вопросы пары, вопросы семьи, вопросы жилища, может быть, согласований, которые связаны с недвижимостью, может быть, для кого-то переезда для нас решаться очень как раз предпочтительно и так, как бы мы хотели душой. Есть возможность что-то для себя уравновесить определенно. И для кого-то по рыцарю монет это правда будет как какой-то проект или ваша работа, смена работы, или по данному уже существующему месту работы, как новое предложение, или ваше новое отношение к этой работе, или новый график работы. Я всегда называю эту карту марафонского забега, потому что это карта прогресса, когда, ну, с какими-то элементами обновлений мы как будто приступаем к делу, и в последующем для нас это будут, как, возможно, новые знания, еще дополнительное обучение, но и, безусловно, все, что мы делаем, для нас будет означать еще и заработок. Поэтому по деньгам нам здесь сказали, не поторапливайте себя. Здесь где-то будет с учетом колеса фортуны и, кстати, 8 жезлов. И без вас, как будто те события, когда придется реагировать быстро, принимать, может быть, решение быстро, вот где-то до середины ориентировочно месяца. Число, может быть, 15, вот где-то так.
Хотя у кого-то все ведь эти даты, они такие плавающие, у кого-то уже это могло произойти. Двойка пентаклей, монет нам, посмотрите, монеты изображены как в лемнискате расположены. Правда, какая-то жизненно важная составляющая, которая касается материализма какого-то. Что-то вам для кармана или то, что для вашего прогресса. Но карта нам о чем говорит? Деньги не тратим, кстати. Ничто так не постоянно, как перемены. Значит, не только у вас сейчас какой-то будет на первую половину ноября период, когда начинаются какие-то изменения, что-то отстраивается. Это еще и продолжится. И правда, по Сатурну мы сказали, что что-то будет приходить в порядок еще до конца года. Ну и до конца года в Тельце две планеты, точнее Уран и Юпитер, будут в ретроградном движении. Поэтому своего рода, ну, какой-то гештальт мы будем закрывать, возвращаясь неизбежно в прошлое к чему-то. Точки будем расставлять над «и». Давайте мы с вами посмотрим, как заявлено. Любовь. Что для вас, мои дорогие? Достанем одну карту. Ну, нечего добавить. Праздник после победы. С кем хотите, со всеми договоритесь. Даже в сложных каких-то отношениях, если вам они важны, нужны, можно найти общую, словно, точку сборки, проговорить сложные моменты, разобраться в каком-то, знаете, спокойно душевном состоянии, найти утраченное взаимопонимание. Для тех, кто в паре, безусловно, по этой карте, прогресс, вот все, что я говорила по колесу фортуны, но значит есть что-то, то, что для вашей пары именно осуществляется, для вашей семьи, но в целом благополучная карта, потому что сама по себе, как и победа, так и есть какой-то праздник. Может быть, на повестке дня у вас в вашей семейной жизни стоит какой-то значимый вопрос и выход из положения или решение данного вопроса у вас как будто как раз и состоится, что сам по себе может быть как праздник, кто знает. Но благополучная карта для всех на личную жизнь или, если мы говорим, на любовь. Давайте я посмотрю, тем не менее, для тех, кто один или одна. Хотя напрямую нам не говорят. Будьте справедливы, смотрите, еще один старший аркан. Можно отнести где-то ко всем, потому что старший аркан где-то будет влиять на весь знак зодиака. Это мы, юстиция или справедливость. Аркан мы должны не нарушать закон, раз, смотря что у вас стоит на повестке дня. И здесь как будто я не могу сказать, что это новое знакомство. Нет, тут скорее какие-то, может быть, прошлые отношения могут о себе напомнить. Или какая-то история, увы, у кого-то может быть и связанная с судом, когда нужно с прежними отношениями разобраться, и чтобы чувствовать себя свободным, что-то расставить по местам в целом в личной жизни, и в зависимости от того, что это было, может быть, месяцами раньше, у кого-то это могут проиграться даже те вопросы, которые были 18, 19, 20 года. Мы уже об этом забыли, а здесь вот какая-то ситуация нас может к этому условно снова вернуть. Мы, как знаете, экзамен проходим в жизни, но, с одной стороны, это возможности осуществить свою мечту с учетом колеса фортуны. И здесь у каждого по-разному будет. Но даже я бы не сказала, что на личную жизнь. Но, с другой стороны, мы, если по личной жизни тоже были какие-то неопределенности, мы в какую-то структуру, порядок или для нашего понимания, что зачем следует, мы тут тоже можем прояснить. Для кого-то это может означать, тут ведь причинно-следственные связи всегда идут по аркану юстиция. Что посеешь, то и пожнешь. Или как аукнется, так и откликнется. Кто-то может проводить словно параллель, что я сделал для человека или сколько вкладывался, или, например, насколько мне был дорог человек и какой взаимообмен у нас с ним получился. Отплатил как будто мне той же монетой или какой-то другой. Вот такая чаша весов, она для вас может вполне проиграться. А для кого-то, если мы говорим вопросы страсти, как раз по Венере, это когда мы пытаемся наши чувства, мои дорогие водолеи, и где-то влечение, близость, желание быть человеком. Но у каждого своя какая-то история. Мы тоже словно будем уравновешивать. Обратите внимание, юстиция наша держит весы, и как будто ангелы пытаются перетянуть, уравновесить вот как раз эти чаши весов. Но
что-то светлое, доброе как раз пытается опустить эти вниз весы, чтобы была какая-то гармония. И как раз противоположные силы, наоборот, пытаются одержать победу. Вот что-то такое противоположное может быть и, ну, как ощущение внутреннее. Да, много философии, вот, но когда старшие арканы, никогда не знаешь наверняка, тем более это общий расклад, какая личная история у каждого из вас. Будьте внимательны, но должны бы сделать что-то как и по закону, так и, ну, наверное, с прицелом на то, что вот как в поговорке, как аукнется, так и откликнется. Что по деньгам? И если у нас здесь был паж жезлов, то здесь у нас рыцарь кубков. По деньгам не совсем. Кстати, про деньги нам говорят. Больше говорят про эмоции, про какие-то предложения. Это могут быть подарки, кстати. Это могут быть какие-то предложения, может быть, о заработках. В целом просто нам карта, хоть и не говорит про деньги конкретно, но говорит о хорошем настроении, вдохновении. И значит, деньги нас где-то будут радовать. Но, как я уже сказала, просчитать наперед будет не лишним. Давайте мы посмотрим неожиданные события на первую половину месяца. Как бы неожиданности сами по себе. С нами могут спорить или могут нас провоцировать на конфликт, поэтому держитесь, правда. Не участвовать, может быть, в том, все-таки по семерке жезлов всегда идет такое значение: отступи полшага назад, сначала посмотри как будто отстраненно на ту или иную ситуацию, как будто да, хватит сил парировать, доказывать, но вопрос целесообразности, а нужно ли? Может быть, как раз вот эту дипломатию по Венере в весах у нас будет возможность как будто применить, но не тогда, когда мы со всеми согласились, лишь бы было тихо, лишь бы было всем хорошо. Нет, это когда мы, ну, такие на самом деле супердипломаты и свою точку зрения можем донести до окружающих в спокойной форме. Может быть, придется проговорить несколько раз. Тут будет очень важно не обострять конфликт, не расширять какую-то дистанцию или, может быть, уйти по-английски, может такое тоже быть. Посмотрите, на этой карте нет как будто тех, с кем мы боремся, или кто нам реально как-то противодействует. Нам изображен человек с жезлом и сами просто жезлы. То есть нет людей. Это нам может так казаться, что какая-то конфронтация. На самом деле мы ее как будто сами будем себе или можем, мои дорогие водолеи, создать в неожиданностях. Но самих по себе это как ощущения наши. Может быть, мы столкнемся, вы столкнетесь с теми людьми, которые прежде вам не доставили много приятных эмоций. Но жизнь наша такова, что мы часть людей не можем исключить из нашей жизни. Мы вынуждены с ними контактировать, и поэтому, видимо, правильно отстроить какие-то отношения, основанные на взаимопонимании или пусть на каком-то равновесии эмоциональном. Это будет для вас плюс. Вот давайте мы узнаем, а что же будет помогать. Ну, где-то когда мы, правда, что-то не форсируем. Девятка жезлов – это карта великой мощи, то есть сил у вас достаточно. И более того, ваша позиция достаточно сильная. Но о чем нам здесь говорят? Не, знаете, не заниматься тем, что больше где-то интересно кому-то. Мы, с одной стороны, не должны повторить какую-то ошибку, обратите внимание, но я думаю, так видно. Человек изображен с перевязанной головой, то есть шишек он уже набил, где-то опыт он имеет. И в первую очередь карта говорит, не должны повторить какой-то печальный опыт. Чаще эта карта говорит о том, что да, силы есть, позиция сильная, но заниматься нужно собой, буквально своими делами, своим благополучием. Подумайте о себе, где-то не обо всем мире, да, а вот этот период, он будет важен каким-то образом для вас. Это на самом деле арканы старшие для вас выпадают. Да, вам придется где-то находить как общие точки взаимопонимания или с той или иной ситуацией по аркану все-таки колесо фортуны могут проходить обстоятельства непреодолимой силы. Это не значит, что что-то будет в минус. Может быть и какая-то история, которая тянулась длительное время здесь, помимо вашей воли, каким-то образом тоже решится. За счет человека, за счет каких-то возможностей, смотря чего касается вопрос. У кого-то это могут быть, как, например, возможности оформить те или иные документы или
Ну, какие-то поправки даже в законе, кстати, такое тоже может быть. Прежде не получалось, а теперь вот как раз зеленый свет, да, у каждого по-своему. По девятке жезлов мы занимаемся как будто в первую очередь собой и откликаемся. Первое, если какой-то проект или какое-то дело для нас действительно важно или есть прогресс. И второй момент – это когда нам что-то угрожает. Как будто мы не включаемся в те вопросы, которые больше могут нас словно обесточить, когда мы потратим время, а по сути дела не будет какого-то эквивалента взамен. Ну и все остальные-то карты нам тоже об этом говорят. Может быть, как раз по 20-му старшему аркану мы должны вот этот вопрос и где-то проработать, учесть, может быть. Раньше было много тех дел, когда потратили много времени, а в результате не получили какого-то отклика или не остались мы довольны, или для нас не существовало, то есть любое действие, любые отношения, это все равно какое-то развитие предполагает. А тут и развития какого-то не было. Вот что-то очень важное у вас на повестке дня. Точнее, на повестке 2 недель. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы и любимы всегда.